выглядит очередное отрицательное наступление россиян под Угледаром? Начав прорыв на этом направлении во второй половине января, сосредоточив там тысячи военных, среди которых подразделения морской пехоты, главного разведуправления, мотострелки и наемники, приблизительно за месяц оккупанты продвинулись едва ли на километр. Однако в последние дни превосходящие силы противника не то что не продвинулись, а вынуждены были даже отступать на прежние позиции, о чем с поля боя сообщили российские военкоры. Угледар. Несколько недель назад город был практически освобожден, но киевское руководство смогло перебросить туда подкрепление, и в данный момент российской армии уже сложнее взять его под свой контроль. В попытках вернуть себе былые позиции россияне выдвинулись в очередное наступление. Причем, как и в начале полномасштабного вторжения, буквально целыми колоннами. Как и следовало ожидать, они были уничтожены. Расстрел был практически в упор, как с противотанковых ракетных комплексов, так и с помощью нашей артиллерии с применением высокоточных боеприпасов. Колонна была поймана на самом узком месте, на дороге, между минными полями и фактически расстреляна. Только по самым скромным подсчетам россияне при попытке наступать на Угледар потеряли десятки единиц бронетехники и сотни людей из числа личного состава. Больше 30 единиц, и это только подтвержденные доказательствами. Это очень много. На самом деле там было уничтожено больше этой техники, и поэтому сейчас у россиян такой определенный ступор. По перехватам мы слышали, что из некоторых их батальонов, где было по 300 военнослужащих плюс-минус, осталось по 50. Командование все равно пытается их вести в атаку, но мы понимаем, какие это уже наступательные действия, когда бойцы видят, как мало их осталось. Не прошло это наступление армии РФ и мимо главного диванного вояки Стрелкова-Гиркина. В своем посте Игорь Иванович констатировал, что генералы не вынесли урок из прошлых сражений, обзывает их кретинами и признает полный провал попытки захватить позиции ВСУ. Потери 200-ми только у танкистов многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И самое главное, все эти потери оказались односторонними. Укры расстреляли атакующих, как в тире. Однако причина неудач россиян под Угледаром кроется не только в неправильном командовании, утверждают аналитики изучения войны. Они отмечают, что подготовка самих военнослужащих оставляет желать лучшего. От этого и главные проблемы. И хоть данное направление штурмуют бойцы прославленных подразделений десанта и морской пехоты, укомплектованы они уже мобилизованными, а следовательно уровень подготовки далеко не тот, каким он был на момент полномасштабного вторжения в Украину. Нельзя сказать, что их уже абсолютно нет, но значительная часть тех кадровых военных российских уже погибла после 24 февраля, потому что потери у них огромные. И полностью, я думаю, правдивая статистика, которую дает нам Генеральный штаб. То есть это огромное количество убитых, еще больше раненых. И кадровые части у них уже обескровленные. И действительно, все больше мобилизованных, которые намного хуже обучены. Убедиться в этом у ВСУ была возможность, непосредственно пообщавшись со второй армией мира. Ведь после этого провального прорыва россиян наш обменный фонд пополнился десятками военнопленных. Фамилия? Любушкин Владимир Алексеевич. 17.03.94. 93. Вот привет. 93-я бригада? Нет, 12-й год. Однако российское командование этот провал не остановит, уверяют эксперты. Задача взять Угледар поставлена, а значит, подобные отрицательные наступления будут повторяться. Дело в том, что сам город является важнейшей стратегической точкой как в общей линии обороны Донбасса, так и локальной точкой для сдерживания противника. И эти позиции ВСУ никому просто так сдавать не собираются. Дает возможность угрожать
железнодорожному полотну, которое там идет, то есть железной дороги, которая идет из Крыма фактически на Донецкое направление и на узловую станцию железнодорожную Волновах. Именно поэтому российские силы так активно штурмуют наши позиции там, потому что они хотели бы, чтобы наша артиллерия отошла и не угрожала ихним логистическим поставкам. Однако, как видно, на данный момент от Угледара отходят именно россияне. Лишь за последние сутки силы обороны Украины уничтожили более 1000 российских военных и более десятка единиц бронетехники. При этом не стоит забывать, что в ближайшее время ВСУ получат сотни западных танков и артиллерийских систем, что позволит эти показатели значительно увеличить.